Здорово, ребята! Сегодня у нас тема штрафы в Иране. Но перед этим там меня сватать пытались, так что ничего. Может, будут приставать. Это самое... Во-первых, это, видимо, это пирамида. Как бы казалось бы, что там... Ну, что, египетские пирамиды, да пирамида. Ну, просто для сравнения все. Это построено из маленьких блочков. Пирамида построена из больших блоков. Видим, как все криво. Еще раз, тема у нас сегодня про штрафы, но просто видите, как это, конечно, реставрация. И она не закончена, если потом увидите, еще с другой стороны покажу, она на горе построена, то есть пирамида построена в песках, из больших блоков. Но это такое жалкое подобие. Ну, тоже называется пирамида. Но с египетскими, конечно, тут не сравнить. В общем, штрафы в Иране. Мне прислала моя компания рентовая, да, что какие штрафы, если я там не платите полицейским взятки, потому что штраф заплатить дешевле. Вот. В общем, эта конструкция типа написана для статуи. Ну, черт с ним. В общем, первое. Передозировка наркотиками или какими-то химическими веществами. 30 евро. Я только не понял это. 30 евро это как бы купить или штраф заплатить. Ну, вроде штраф. Вождение при наркотиках или алкоголе. 30 евро. Я так не понял, так купить алкоголь или штраф? Вроде штраф. Превышение скорости 15 евро. 15 евро, ребят, превышение скорости. Оборзела страна, да, вообще, в корягу, блин. 15 евро. Фух, там какие-то дороги, что-то там. Типа на красный свет проехал. Блин, ты типа как грузин, как в этом анекдоте. Я против грузинов ничего общего не имею, но просто анекдот про них был. 15 евро проехать на красный свет. Ёлки-палки. Короче, какие-то там всякие движения. Если вы на автостраде поедете задним ходом, тоже страшнейший штраф, 15 евро. Видно, кстати, здесь, да, как угол такой. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Видите, не собирается в один. Вот, видите, он не собирается в один. Вот. Египтяне так не строят. Вот. Ну, это просто или римляне даже. Ну, чаще всего такая классическая римляне, они, конечно, у них много городов было. Вот. Мобильник тоже 15 евро. То есть, если вы на автостраде едете задом, говорите по мобильнику, под наркотиками, то, по идее, все равно вас по закону могут только один штраф взять. Но если даже все сложить, все равно 100 евро не выйдет. И в нарушенных местах 10 евро. Ну вот, короче, ребят. Так что, если захотите превышать, пожалуйста, приезжайте в Ираниум, в Персию, и тут отрывайтесь. Ну, конечно, при их 2 доллара за бак бензина, конечно, 15 евро штраф это колоссально, это как бы 10 баков бензина. У нас 10 баков бензина, ну, допустим, эта штука. Поэтому вот так вот. Ну, имейте в виду, главное как-то не вляпаться по-крупному, да. А такие всякие штрафики. Ну вот, видите, красиво, как тут все сделано. Видите, кривые ворота, они такие, видите, стенки не параллельные. Видите, даже видно они. Ну, как бы реставрировали. Скажем так, есть что посмотреть, и уже классно. Как бы они реставрировали, чтобы туристам было что посмотреть. Но это красиво. Это не самое лучшее сооружение. Это даже в топ-30 не входит. Ну, вот так вот. Вот так вот, ребят. Так что ездите спокойно, не превышайте. И если захотите вдруг на дорогах там дешевого топлива, разогнаться до 220, то, пожалуйста, в Иран. Вот. Платите официально $2 за бак, 15 долларов за превышение. И превышайте себе на здоровье, естественно, так, чтобы это было безопасно для всех остальных. Вот, смотрите, как так можно реставрировать? Ну, что за... Ай, блин.